Всем доброго дня! Совсем недавно мои старые и очень хорошие друзья прислали мне видео из прошлого. Этому видео уже практически четверть века, поэтому прошу прощения за качество. Оно было снято еще на старую добрую видеокамеру, на огромную по теперешним меркам видеокассету. Ну и как тут без нахлынувших воспоминаний? Воспоминания о родном городе, о тех далеких, но очень классных временах. О своей первой восточноевропейской овчарке, о моем первом ученике, Дике, который прощал мне все мои ошибки. О старых друзьях. Справа Александр Лукашевич со своей немецкой овчаркой Кешей, посередине Виталик Бай с Гришей и я со своим рыжим. Лидский клуб любителей собак, который мы открывали и дали ему жизнь. И о питомнике Александра и Виталия Хасан. И наши верные четвероногие друзья Рыжий, Гриша и Кеша. И это видео лишь маленькая крупица того, чем мы занимались в конце 90-х, начале 2000-х. Полоса препятствий, на которой проходила подготовка наших собак. Виталий с Гришей на полосе препятствий. Всю эту полосу наши пёсы проходили также вслепую, с завязанными глазами. Правда, время на это у них уходило гораздо больше.
Александр с Кешей. Полоса в огне. То же самое упражнение в исполнении Гриши. А так, пес выполняет команду места на самом верху барьера. Гриша – просто идеальный пример выполнения команды «Ползи». Александр и Кеша. Работа вслепую. Именно так наши собаки проходили всю полосу препятствий вслепую, вынюхивая каждый свой шаг. И такие команды, как сидеть, лежать, стоять, вслепую на буме, ими выполнялись с особой осторожностью. Кеша. Подход задним ходом, да еще и с завязанными глазами. Жаль, что мало видео сохранилось о наших многочисленных соревнованиях, кинологических многоборьях. Стометровка. Саша с Кешей. Виталик и Гриша. Ну и я со своим рыжим. Элементы общего курса под бдительным присмотром судей.
А сколько было показательных выступлений, уже и тяжело вспомнить. Гриша. Задержание. Рыжий. Задержание и удержание двоих. Задержание в паре. Рыжий и Гриша. Гриша. Контроль во время обыска. Здесь в паре работает Кеша. Снова мой рыжий. Конечно же, в реальных условиях такая работа собаки вопрос спорный, но мы учили своих песов не бояться автоматных очередей и взрывов. Эти кадры были сняты во время тренировок показательных выступлений. Гриша на задержание. И рыжий. Было много номеров с юмором. Вот, например, как этот. В чем юмор? Думаю, дальше вы догадаетесь сами. И суть этого номера понятна без объяснений.
Самое сложное на тренировках – это было научить Рыжего держать себя в лапах, до последнего сохраняя выдержку. И с этим он прекрасно справился, сдерживался до последнего. И вот тот момент, когда все, хватит держать себя в лапах. Работаем. Ну и напоследок еще несколько коротких зарисовочек. Хочу выразить огромную благодарность Александру и Виталию за присланные видео. Ребята настоящие профессионалы своего дела с огромным опытом работы с собакой. В описании я оставлю ссылку на их сайт. И советую всем, у кого есть такая возможность, обращаться к ним по вопросам воспитания и дрессировки четвероногого друга. Нет, это не проплаченная реклама. А если кто-то считает, что это так, то пусть первым бросит камень в монитор или поставит 2 антилайка. А на этом, пожалуй, все. Всем большое спасибо и до новых встреч.